Суровые времена требуют суровых автомобилей, или просто мода на брутальность докатилась даже до таких консервативных ребят, как Subaru. Как бы там ни было, 17 апреля 2025 года на автосалоне в Нью-Йорке показали новое 7-е поколение легендарного Outback. Почти 30 лет назад Subaru первой предложила миру формат внедорожного универсала. Оригинальный Outback с расширенными арками и увеличенным клиренсом резко выделялся на фоне городских собратьев. Он стал основой для таких моделей, как Audi Allroad и Volvo XC70. Теперь новая глава. 7-е поколение стало больше, агрессивнее и, честно говоря, ближе к кроссоверу, чем когда-либо. Забудьте про элегантность прошлых лет, теперь Outback демонстрирует зубы. Вместе с ним дебютировала и версия Wilderness еще злее, еще выше, еще дальше от асфальта. Subaru явно намекает, универсал – это уже не про нас. Настало время кроссоверов. Что же, давайте разберемся, каким получился этот новый Outback на максималках. Первое, что цепляет взгляд – дизайн. Outback больше не похож на универсал, каким его привыкли видеть. Теперь это полноценный кроссовер. Хотя, если честно, каждый кроссовер в чем-то универсал. В общем, придется снова привыкать к новому образу. Кузов стал угловатее, линии четче, а пластикового обвеса теперь столько, что им можно было бы укомплектовать пару моделей поменьше. Subaru называет это смелым новым стилем и, похоже, не лукавит. Передняя часть выглядит монументально. Большая прямоугольная решетка, обрамленная светодиодными фарами. И массивный бампер с крупными нишами для противотуманок или фар дальнего или ближнего света, как уточняет производитель. Все строго по симметрии, как по линейке. Крыша теперь выше на 50 мм, это не только добавляет силуэту квадратности, но и увеличивает запас пространства над головами в салоне. Даже арки теперь кажутся больше, спасибо широкому пластику в стиле Forester. Но забавно, что даже новые 19-дюймовые колеса, впервые доступные с завода, кажутся в них скромными. Стандартные рейлинги на крыше обеспечивают надежную поддержку с допустимой статической нагрузкой 363 и динамической 100 кг. Для версии Wilderness характерны эксклюзивные элементы – передний и задний бамперы, черная решетка радиатора с надписью Subaru, дополнительная облицовка кузова, металлическая защита снизу и медные акценты. Также на этой модели установлены шестиугольные светодиодные противотуманные фары и 17-дюймовые диски с вездеходными шинами, что подчеркивает ее внедорожные способности. Если вы ожидали от Outback изысканности, забудьте. Теперь здесь все про брутальность и уверенную солидность. Понравится ли это старым поклонникам модели? Вопрос. Но в тренды кроссоверостроения Subaru попало точно. Модель 2026 года получила несколько изменений в размерах. Длина увеличилась на 5 см, теперь 4884 мм, а ширина выросла на 38 мм до 1925. Без рейлингов на крыше она на 50 мм выше предыдущей версии. С рейлингами высота составляет 1730. Колесная база осталась прежней – 2746 мм. Заявленный дорожный просвет составляет 221 мм, а версия Wilderness имеет 240, что для не совсем внедорожника уже достойно. Вдобавок улучшена геометрическая проходимость за счет других бамперов. Угол въезда теперь 20 градусов, угол рампы 21,2, угол съезда 22,5 градуса. Также в опции доступен фаркоп, который позволяет буксировать прицепы до 1600 кг. А вот в подкапотном пространстве никаких кардинальных изменений нет. Производитель в базе предлагает 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 180 сил и крутящим моментом 240 Нм, который передается на все 4 колеса. Заметных изменений в динамике нет, но зато мы получаем привычный вариатор линия Tronic с 8-ступенчатым имитированным ручным переключением. Для тех, кто хочет больше мощности, предложат 2,4-литровый турбированный двигатель на 260 сил и 375 Нм, что на 10 больше, чем раньше, и опять же вариатор с ручным режимом. Новый Outback 2026 модельного года еще больше улучшил свои внедорожные и ходовые качества. Все версии получили обновленную систему выбора режимов X-Mode,
с удобным переключателем на руле, а также доработанную фирменную систему симметричного полного привода. Теперь межосевой дифференциал блокируется быстрее, а дополнительные данные о поворотах рулевого колеса помогают автомобилю быть более стабильным на извилистых дорогах. Также стоит отметить обновление рулевого управления. Теперь в Outback используется система от спортивного VR-X с электроусилителем и переменным передаточным отношением, что обещает отличную управляемость и комфорт на любых дорогах. В версии Wilderness для Subaru Outback установлена усиленная подвеска с адаптивными амортизаторами и увеличенными ходами. Особенность этой подвески – принцип Skyhook, который помогает делать поведение машины максимально стабильным, как будто она подвешена на огромном крюке. Это минимизирует наклоны кузова и улучшает сглаживание неровностей на дороге. Подвеска и шины эффективно реагируют на сложный рельеф, при этом кузов и траектория остаются стабильными, что дает уверенность и комфорт при движении по бездорожью. Интерьер Subaru, как всегда, придерживается своей философии «не трогай то, что и так работает». За последние 5 лет в этом плане ничего глобально не изменилось. Но, конечно, есть пара нюансов. Например, большой вертикальный экран заменили на 12,1-дюймовые с горизонтальной ориентацией и подняли его чуть выше на консоли. Медиасистема тоже обновилась, она стала быстрее и отзывчивее. Водитель теперь получает новую 12,3-дюймовую цифровую панель, которая сливается с мультимедийным экраном в единый блок. Эта тенденция модная, но сама реализация оставляет желать лучшего. Что касается интерфейса панели и мультимедиа, тут тоже есть над чем работать. Однако, с увеличением комплектации, размер и количество экранов остаются прежними. Меняется только дизайн центральной консоли, частично изготовленной из переработанных материалов. Новый Outback стал еще удобнее и практичнее. В нем теперь стандартно устанавливаются сиденья с обивкой из водоотталкивающего материала StarTex, а для более дорогих комплектаций предлагается кожа Nappa с двухцветным дизайном в топовых версиях. Но главное – это обновленная центральная консоль, где теперь расположен полноценный кнопочный пульт климат-контроля с вращающимися рукоятками и маленьким экраном с зеленой индикацией. Вдобавок, рядом с рычагом переключения передач размещены кнопки старт-стоп, стояночного тормоза, парковочных камер и контроля тяги. Дополнительные улучшения включают более универсальные подстаканники, беспроводную зарядку, порты USB-A и C, а также зажим для кабелей. На дверях появились увеличенные карманы для крупных бутылок, а в салоне множество отсеков для всяких мелочей. Японцы обещают улучшения в удобстве и комфорте. Больше пространства над головой, как спереди, так и сзади. Также стоит отметить новые сиденья, которые должны уменьшить усталость, особенно из-за выдвижной подушки для бедер водителя. А еще обещают меньше шума от шин и ветра. В целом, улучшений больше, чем достаточно, чтобы поездки стали еще приятнее. В версии Wilderness интерьер Subaru Outback стал еще более стильным благодаря бронзовым декоративным вставкам и использованию веганских материалов, включая моющееся покрытие StarTex. За дополнительную плату предлагаются сиденья с вентиляцией, отделка кожей Nappa и логотипы Wilderness, вышитые на подголовниках. Не забыли и о багажном отделении. Обновленный Outback получил более широкий и высокий проем, а объем багажника увеличился на 60 литров и теперь составляет целых 980 литров от низа до потолка. Также есть множество крючков, включая в подъемные двери для подвешивания фонарей или оборудования весом чуть меньше 3 кг. Subaru всегда отличалась высокими стандартами безопасности. В новом поколении фирменного комплекса iSight инженеры пошли дальше, обновили стереокамеру, расширили угол обзора и добавили монокамеру. Все это нужно, чтобы быстрее и точнее замечать пешеходов и велосипедистов. Американские версии теперь умеют ехать полуавтономно по шоссе до 137 км в час. Руки можно убрать с руля, но взгляд с дороги не спускай, за этим следят камеры. Автомобиль сам помогает перестраиваться и даже может аккуратно остановиться у обочины, если поймет, что водитель заснул.
Subaru уже официально заявила, новый Outback выйдет в продажу в начале 2026 года. Цены пока держат в секрете, но, скорее всего, разброс останется прежним – от 32 до 46 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. А пока между премьерой и стартом производства образовался приличный разрыв. Этого времени с лихвой хватает, чтобы фанаты успели вдоволь поспорить, стал ли новый Outback красивее или наоборот. Внешность, как обычно, вызовет жаркие обсуждения, одни похвалят за свежий стиль, другие будут тосковать по прежнему дизайну. Но одно ясно точно – равнодушных не останется. Если вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, и оставить комментарий с вашим мнением. Мы всегда рады узнать, что думают наши зрители. Спасибо, что с нами. До следующих встреч на канале.